sarike sarane tryambake gauri narayani namaste drishti siddhi vinasham shakti bhute sanatani gunasre gunayani namaste sharanagatina paritrantraye Цель моего послания – разбудить тех, кто еще способен проснуться от сладкого сна в иллюзии. Возлюбленный Бабаджи, 20 июня 2021 года. Я есмь Бабаджи. Сегодня я вновь пришел для того, чтобы вы еще раз вспомнили о нашем существовании и нашем учении. Я пришел напомнить вам о законе, который существует в этой вселенной. Напомнить вам о любви, которая должна быть с вами всегда. Потому что без любви, охватывающей все ваше существо и обнимающей весь мир, все творение, вы не сможете существовать дальше. Страх и негативные состояния сознания возникают на том месте, где нет любви. Поэтому первоочередным в ваших жизнях будет восстановить чувство любви. Ничего нового нет в моих посланиях и посланиях других владык, чтобы мы не давали раньше, многие тысячи лет назад, через мудрецов, пророков, посланников. И все же периодически следует напоминать о нашем существовании, чтобы вы знали, что вы не одиноки во Вселенной. Мы постоянно следим за вашим развитием и продвижением по духовному пути. И тогда, когда эволюция подходит к критической точке своего развития и под угрозой стоит само существование разумной цивилизации на планете Земля, мы не можем не прийти и еще раз не напомнить основные
постулаты нашего учения. Мы много раз говорили о необходимости преодоления желаний и отказа от привязанностей к иллюзорным проявлениям этого мира. Однако по причине лености и неразумности многие наши последователи не уделяют должного внимания нашим указаниям. Например, сейчас иллюзия подкинула ряд новых ловушек для вашего сознания, которые уводят вас с пути. Мягко и незаметно. Я говорю о вашей привязанности к умным телефонам и так называемым социальным сетям. С чего вы решили, что эти виды привязанностей наносят меньший вред вашим душам, чем алкоголь, никотин, музыка с неправильным ритмом, наркотики, азартные игры? 1 час, проведенный вами в социальных сетях, отодвигает ваше продвижение по пути на целый год. А год регулярного пользования социальными сетями может лишить вашу душу возможности эволюционного развития навсегда. Следующий вопрос, который я хотел бы осветить в моем послании, касается отношения к нашему посланнику. Я уже говорил в предыдущих моих посланиях, что потому, как вы относитесь к нашим посланникам, мы судим о том, способна ли ваша цивилизация к дальнейшему развитию или она пополнит свалку неудавшихся цивилизаций прошлого. Давайте порассуждаем вместе. Миллионы лет мы работаем с человечеством Земли. Основная духовная работа и обучение проводятся нами в специально созданных местах, ашрамах братства. В начале миссии нашего посланника был создан такой ашрам под Омском. Это древнее место силы, откуда мы планировали распространить наше учение и поднять сознание человечества на новый уровень. Обязанностью наших чела является забота о нашем посланнике и создание необходимых условий для распространения учения. В течение нескольких лет мы давали послания в ашраме нашего посланника, насыщая землю вокруг божественными вибрациями. Вам осталось только принять наш дар и оберегать его, как зеницу ока, от представителей противоположных сил. Но наш форпост оказался захвачен противоположными силами, осквернен и разрушен. Это тяжкая карма, которая легла на плечи тех светоносцев, которые приняли воплощение специально
для защиты нашей миссии в России. Эта карма до такой степени сузила сознание светоносцев, закрыла их видение, что они перестали различать свет от тьмы и понимать самые простые положения нашего учения. Люди, призванные стать солью земли, явили горькие плоды предательства и измены. Какова же их участь? Быть брошенными на дорогу, по которой будут шествовать грядущие эволюции. Есть ошибки, есть заблуждения, есть грехи. Все можно понять и простить. Но самому тяжелому греху, предательству, нет оправдания и нет прощения. Для сохранения фокуса света, закрепленного в телах нашего посланника, мы были вынуждены переместить нашего посланника за пределы России. Когда человек совершает неблаговидный поступок в отношении нашего посланника, он создает карму, которая ложится на несколько поколений в его роду. В ситуации с нашим посланником произошло так, что органы государственной власти России стали преследовать и осуществлять репрессивные действия в отношении посланника и ее родных и близких. Свойство мантии нашего посланника таково, что любое действие, направленное против нашего посланника, отражается от ее мантии и возвращается к тем, кто это действие осуществил, тысячекратно усиленным. Это касается отдельных людей, исполнителей злой воли и целых стран, не оказавших нашему посланнику должных почестей. На Россию мы возлагали очень большие надежды. В настоящее время эти надежды не оправдались. В течение 100 лет Россия дважды отвергала руку помощи, протянутую Великим Белым Братством. Первый раз это случилось в начале XX века, когда было отвергнуто наше послание, переданное через семью Рерихов. Второй раз в начале XXI века, когда стал преследуем наш посланник на территории России. Страна, отвергшая нашу помощь и подвергающая гонению нашего вестника, не может существовать сколь бы то ни было значимый исторический период времени и обречена на раздробление и умирание. Большинство населения страны не может понять причин свалившихся бед и несчастий. Однако я еще раз повторяю, страны делают выбор
в лице своих лучших представителей. А лучшие представители оказались паршивыми овцами. И некоторые волки в овечьих шкурах рыщут в поисках заблудших овец, чтобы окончательно увести их с пути. Я хочу, чтобы в ваших головах появилось понимание причин того, что скоро будет происходить и уже происходит. Нет никаких злых демонов до тех пор, пока они не поселяются в вашем сознании. Когда светоносцы не выполняют своей миссии, планета попадает под власть противоположных сил. Не может существовать, сколь бы то ни было значимый период времени, цивилизация, которая оторвала себя от Бога и Его закона. Так было со многими цивилизациями прошлого. Так будет и с вашей цивилизацией. Лишившись фокуса света и прямой передачи наших учений, светоносцы России не смогли удержать свое сознание на должном уровне. Они сделали выбор за всю страну. Поскольку по замыслу Бога Россия должна была указать путь всему миру, то весь мир попал в полосу хаоса и неразберихи. Без божественной энергии ничто не может существовать. Какой же выход? Выход всегда есть. Вернуться на божественный путь развития. Принять наше руководство и следовать божественным заповедям. Соблюдать нравственный закон. Чтить Бога, владык и наших посланников. Целью моего сегодняшнего послания было разбудить тех, кто еще способен проснуться от сладкого сна в иллюзии. Наша помощь всегда может быть оказана. Но нам требуются души, способные на подвиг, самопожертвование, служение, подготовившие свои сосуды для чистой божественной энергии, которой мы всегда готовы наполнить чистые сердца. Я есмь Бабаджи.